И справа от Айя Софии находятся кассы за моей спиной, где совершенно без очереди можно приобрести музейную карту. Вот мы купили, музейная карта выглядит так вот. Стоимость музейной карты 700 турецких лир. В музейную карту входят следующие музеи: посещение дворца Топкапы, Гарем, Галатская башня, крепость Румели, Национальный музей и музей мозаик, и музей археологии. Вот так выглядит касса. И вот здесь сразу поворачиваетесь, Айя София. Давайте пройдемся по дворцу Топкапы и посмотрим, как он устроен. Дворец в плане представляет собой неправильный прямоугольник, разделенный на 4 главных внутренних двора и гарем. Ко дворцу ведет главная улица Диван-Йолу, и в эпоху Византии и в эпоху Османской империи ее использовали для имперских шествий. Улица приводит к воротам повелителя, главному входу в первый двор. Через них во дворец заходил султан. Ворота сверху украшены арабской вязью со строками из Корана и туграми султанов, персональными знаками и именем и титулом. Первый или двор Янычар был самым большим во дворце. Он единственный был открыт для посетителей и представлял собой сад, в котором находились служебные и подсобные помещения. Также в первом дворе находилась церковь Святой Ирины. Это одна из самых ранних сохранившихся церквей Константинополя. Турки сначала превратили ее в мечеть, а потом в оружейный склад. Приветствуя султану, придворные чиновники и янычары выстраивались вдоль дороги в своих лучших одеждах. Дальше посетители подходили к воротам приветствия и попадали во второй двор. Во втором дворе или на площади Дивана находилось здание Дивана Государственного совета и казна. Рядом с роскошным зданием Дивана стояла башня правосудия, из которой султан наблюдал за заседанием совета. Если его не устраивало решение Дивана, он закрывал окно, созывая всех министров у себя. Палата совета Дивана отделена от внешнего мира только позолоченными решетками. Это означает, что решения совета не были конфиденциальны. Членами совета был великий визирь и визири и другие уполномоченные лица, которые обсуждали государственные дела и принимали решения от имени и полномочия султана. Сам падишах обычно отсутствовал на совете, его полностью замещал великий визирь. Однако султан мог следить за заседанием совета из комнаты в башне правосудия. Там было окно с решеткой, выходящее в зал. Совет никогда не знал, присутствует ли сегодня правитель в этой комнате. Восьмикупольное здание внешнего казначейства является продолжением здания Дивана. В подвалах этого толстенного сооружения с маленькими окнами хранились те деньги, которыми распоряжался Диван, в том числе и на янычарские зарплаты. Сегодня в зданиях бывшего казначейства можно посетить интересные музейные выставки, например, выставку часов или боевого османского оружия. На выставке часов можно увидеть очень интересные экспонаты с мусульманскими символами от напольных до миниатюрных.
Первый павильон в виде одноэтажного прямоугольного здания с мраморной колоннадой, встречающийся на пути посетителей третьего двора, является залом аудиенций. Он находится на территории Топкапы с 15 столетия, но на протяжении веков несколько раз перестраивался. Легкое воздушное здание, расположенное почти по центру третьего двора, переносит посетителей в атмосферу восточных сказок. В интерьере этого прекрасного образца османской архитектуры можно увидеть изразцовую плитку XVI-XVII столетий, яркие витражи многочисленных окон, расписаны стены и купол. Когда-то здесь находилось книжное богатство в количестве нескольких тысяч рукописных изданий на различных восточных языках. В левой стороне двора, за бывшей мечетью Алгат, которую еще называют мечетью белых евнухов, павильон священной мантии. Сегодня здесь находится собрание священных раритетов, в том числе знамя пророка и его священная мантия. Также здесь находятся волосы пророка Мухаммеда, украшавшие когда-то его бороду, слепок одной из его ног, оружие пророка в виде лука и меча, золотая оправа для мусульманского священного черного камня. Сохранились здесь и некоторые православные святыни, обретенные турками при захвате Константинополя. В частности, здесь можно увидеть мумифицированную руку Иоанна Крестителя, крестившую Иисуса. Есть здесь посох Моисея и личные вещи Фатимы и множество священных книг. В залах этого павильона в течение всего дня звучат читаемые нараспев суры из Корана, что создает удивительную проникновенную атмосферу. На мраморной террасе находится весь в золоте павильон Ифтария, сооруженный в середине 17 столетия. Это самая высокая точка дворца Топкапы, откуда видно окрестности Золотым Рогом и Галатским холмом со знаменитой одноименной башней. Эти виды лицезрели когда-то и османские султаны, приходившие под крышу этого павильона на ужин и на созерцание заката. Здесь же правители огромной империи принимали поздравления на праздник Байрам, наблюдали за спортивными соревнованиями. Багдадский павильон словно сошел со страниц восточных сказок. Этот очень нарядный павильон в восточном стиле оформлен по большей части голубой плиткой, на которой белой плиткой нанесена традиционная арабская вязь в виде сур из Корана. Над входом надпись сделана на персидском языке. Восточные мотивы интерьера восхищают и пленяют воображение. Двери павильона из слоновой кости и черепаховой скорлупы обработаны перламутром, а в кабинетах хранились коллекционные книги Абдул-Ахмеда I и Селима I. В этом павильоне имелась небольшая кухня для приготовления кофе. Территорию дворцовых кухонь, находящуюся с правой стороны второго двора, по праву можно назвать дворцом, ведь это целая улица, состоящая из многочисленных кухонных строений, где более 1000 поваров круглосуточно готовили еду
для султана, янычар, гарема и гостей. Количество едоков составляло от 5 до 10 тысяч человек. Над всеми кухнями поднимаются высокие кирпичные дымовые трубы, а сами здания имеют купольное завершение с арочными окнами. Кроме огромных кухонных помещений, здесь имелись кладовые для запасов, жилье, мечети и бани-хамам для всех кухонных работников, которые здесь не только готовили пищу, но и полностью жили. Сегодня в бывших кухонных помещениях очень интересно увидеть реальные условия приготовления пищи и настоящую кухонную утварь, каменные столы и импровизированные вытяжки. В некоторых помещениях организованы выставки столовой и чайной посуды, фарфора и серебра, самоваров и ножей. Гулять по данной улочке, заглядывая во все открытые двери, очень интересно. Во дворце Топкапы было 3 кухни. Главная дворцовая кухня от 800 до 1000 поваров ежедневно готовили на 4000 человек. В соседнем здании располагалась кондитерская, но отдельное помещение занимала кухня, где готовились блюда для султанской семьи. В настоящее время в 10 комнатах дворцовых кухонь расположилась самая крупная выставка китайского и японского фарфора после пекинской и дрезденской. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Всего вам доброго, до новых встреч!